дорогие друзья, дорогие любители вязания! Меня зовут Юля, и в этом видео как вязать спицами простую шапку без швов. Пряжа для вязания данных шапок предоставлена интернет-магазином Шимбашоп. Шимбашоп – уютный магазин пряжи и инструментов для вязания. Большой ассортимент интересной и качественной пряжи. Магазин находится в Москве в районе метро Профсоюзная. Если вы живете или бываете в столице, можете приехать, выбрать пряжу по нужному оттенку, составу и купить ее в магазине. А для тех, кто живет далеко и в столице бывает не так часто, как хотелось бы, для нас есть интернет-магазин. На сайте представлен полный ассортимент продукции, сайтом достаточно удобно пользоваться. Даже если возникнут вопросы, имеются консультации и на сайте, и по телефону. Естественно, приятное общение с сотрудниками интернет-магазина, поскольку ребята работают с любовью к вязанию. Все возможные способы оплаты и доставки. Кстати, доставка оперативная и достаточно быстрая. За событиями, акциями и новинками интернет-магазина Шимбашоп вы можете следить в социальных сетях. Группа ВКонтакте, страницы в Инстаграме. Все ссылки в инфобоксе под видео. Для вязания данных шапок я использовала пряжу Mamba, производство Италия. Это 100% меринос 50 грамм на 80 метров. Расход пряжи для вязания одной шапки чуть более одного мотка. В моем распоряжении было по 2 мотка каждого цвета. Это остаток от второго мотка. Светлой пряжи осталось столько же. Поэтому имейте в виду, из 4 мотков вы 3 шапки свяжете. Отзыв и комментарии по работе с данной пряжей я оставлю, и видео будет размещено на моем втором канале. Вязание шапок я выполняю спицами номер 5. В процессе работы пригодится крючок, иголка, ножницы и украшения. Но опять же, украшения смотрите все на ваше усмотрение. Это могут быть стеклянные стразы, бусинки, бисер, атласные ленты, возможно, какие-то маленькие бантики сделаете. Либо из этой же пряжи крючком свяжете небольшие цветки. То есть украшения все полностью на ваше усмотрение. Вязание данных шапок выполняется по кругу, за счет чего шапка получается без швов. Процесс вязания достаточно простой. Итальянский набор петель, полая резинка, резинка 1 к 1, лицевая гладь, закрытие петель, после чего углы сшиваются таким образом, за счет чего и получается такая красивая и интересная макушка. Также, на что обращаю ваше внимание, данный принцип вязания вы можете брать за основу и вязать разные модели шапок. Итак, например, для детей вязать на высоту головы, здесь также все закрывать, здесь пришить помпоны. Следующий вариант, также на высоту головы вязать, углы зашить, это или контрастной нитью, за счет чего получается шапка в виде кошечки. Можно дополнительно вышить здесь мордочку, будет очень интересно. Следующий вариант – вязать также для детей более чем на высоту головы. При этом петли закрывать не таким способом, а обычным традиционным, так чтобы шапка получилась в форме трубы, после чего завязать нитью, и шапка получается в виде конфетки. Следующий вариант это, конечно, этот. И еще один способ вязания интересных шапок. Здесь дополнительно вязать узором. Это могут быть жгуты, косы, ораны и так далее. Вязать более чем на высоту головы, после чего углы зашивать не таким способом, а с изнаночной стороны их соединить. И такая модель шапки тоже будет достаточно интересно смотреться. Вязание данных шапок я выполняла из расчета на объем головы 54 см. Высоту я шапки провязала по-разному. Здесь около 20 см, а здесь около 22 см. И что хочется здесь отметить, за счет высоты шапки держатся по-разному. Мой объем головы 52 см, а светлая шапка на мне фиксируется хорошо. А данная шапка, она более свободно держится за счет своей высоты. Как вы знаете, процесс вязания любого изделия начинается с вязания образца. Я выполнила образец лицевой гладью, постирала его, посушила и только после этого приступаю к расчетам. Итак, мои расчеты. Объем головы 54 см, минус 4 см. Эти 4 см идут на растяжение полотна, за счет чего шапка будет фиксироваться на голове. У меня получается 50 см. Далее я прикладываю сантиметровую ленту к образцу и считаю, сколько петель у меня находится в 10 сантиметрах.
записываю 10 сантиметров равно 16 петель. После чего мне надо узнать, сколько мне надо петель на объем головы. 50 умножаю на количество петель, делю на 10, получается 80. Это идет на лицевую гладь. Далее надо на резинку отнять какое-то количество петель. Я отнимаю 10%. Получается 72 петли. 72 петли я буду набирать изначально. Итак, расчеты выполнены. Приступаем к вязанию. Пряжу располагаем поверх указательного и большого пальца. Протягиваем. Затем в руке фиксируем вот таким образом. Берем спицу, вводим со стороны левой руки под нить, поворачиваем спицу против часовой стрелки, первая петля. Далее смотрите, вводим спицу под нить с большого пальца, захватываем нить с указательного пальца, спицу возвращаем обратно. Одну петлю набрали, это лицевая петля. Изнаночную петлю выполняем набор наоборот. Спицу вводим под нить с указательного пальца, захватываем нить с большого пальца, спицу возвращаем обратно. Это изнаночная петля. И еще раз вместе с вами под нить с большого пальца, захватываем нить с указательного пальца, спицу возвращаем. Это лицевая петля. Изнаночная петля наоборот. Под нить с указательного пальца, захватываем нить с большого пальца, спицу возвращаем. И таким образом выполняем набор необходимого количества петель. В моем случае это 72 петли. И вот такой край у нас наборный получается. 72 петли я набрала. 73-ю я набираю обычным традиционным способом набора. 73-я петля уйдет у нас на соединение ряда. Перед соединением ряда обязательно проверьте, чтобы наборный край не перекрутился. Для соединения ряда с левой спицы крайнюю петлю переносим на правую. Левой спицей подхватываем последнюю петлю с правой спицы и опускаем на первую. Петлю возвращаем обратно и обязательно нить здесь подтягиваем. Чтобы наборный край получился красивый, обязательно вязание переворачиваем. Вязание первого ряда полой резинки выполняется следующим образом. Изнаночные петли мы переснимаем нить перед работой, а лицевые петли выполняем вязание. Итак, смотрим. Первая петля у нас как раз идет с бугорком, изнаночная. Мы ее переснимаем, при этом рабочая нить перед работой. Лицевая петля вяжем. Изнаночную переснять нить перед работой. Лицевую вязать. Выполняем вязание первого ряда полностью. В завершении первого ряда еще раз изнаночную переснять нить перед работой и крайняя лицевая. Вязание второго ряда полой резинки. Изнаночную петлю вяжем, лицевую переснять. Изнаночная петля первая провязать, лицевую переснять, нить за работой. Еще раз изнаночную вязать, лицевую переснять, нить за работой. Вязание третьего ряда полой резинки выполняется аналогично первому. При этом на что обращаю внимание, на расположение петель. Изнаночную первую петлю переснять, рабочая нить перед работой. Возвращаем рабочую нить и вяжем лицевую, смотрите, на расположение петель. Обязательно вяжем прямыми. Изнаночную переснять, лицевую вязать за переднюю стенку в данном случае. Изнаночную дальше переснять, рабочая нить перед работой. Лицевую вязать за переднюю стенку петли. Выполняем вязание третьего ряда полностью.
Вязание четвертого ряда полой резинки выполняется аналогично второму ряду. И также обращаю ваше внимание на расположение петель. Изнаночную я вяжу за заднюю стенку петли. Лицевую переснять, рабочая нить за работой. Изнаночную вязать за заднюю стенку петли. Лицевую переснять, рабочая нить за работой. Выполняем вязание четвертого ряда полностью. После вязания 4 рядов полой резинки переходим на вязание резинки 1 к 1, то есть вяжем каждую петлю. 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля. И также смотрите за расположением петель. Изнаночную петлю я выполняю вязание за заднюю стенку, лицевую петлю за переднюю стенку, так чтобы петли были прямыми. Выполнив вязание резинки 10 рядов, высоту здесь у меня получилось около 5 сантиметров, далее переходим на вязание лицевой глади, то есть все петли лицевые. При этом в первом ряду мне следует добавить равномерно 8 петель. Можно использовать маркеры, можно просто вязать и считать. Я использую маркеры. Вяжем все петли лицевые, также смотрим на расположение петель. За изнаночную петлю беру за заднюю стенку петли, лицевая, за лицевую, за переднюю стенку петли, лицевая, лицевая, лицевая. Здесь у меня маркер расположен. Прибавление петли. Изнаночная петля, захватываю, провязываю лицевую за заднюю стенку, при этом петлю не снимая, за переднюю стенку петли также провязываю лицевую, после чего петлю снимаю. Из одной петли 2 петли, то есть одну петлю я добавила и так далее. Всего 8 петель следует добавить в этом первом ряду. После вязания первого ряда общее количество петель у меня теперь 80. И далее выполняем высоту, необходимое количество рядов. В процессе вязания вы можете примерять и смотреть, какой высоты вам будет достаточно. При этом на что обращаю ваше внимание, следите за вашей плотностью вязания. Если начали вязать плотно, так и продолжайте. Я же вяжу достаточно слабо. После того, как выполнили вязание шапки на необходимую высоту, следует определить начало ряда. Смотрим здесь по хвостику. Первая петля у меня была изнаночная. Вот она. И над этой петлей поднимаюсь наверх. Смотрю. Первая петля у меня эта. Значит, эту петлю я еще провязываю, после чего распределяю петли на дополнительные спицы. Итак, петли я перенесла на дополнительные спицы. Начало ряда у нас здесь. Общее количество петель в моем случае 80. Делим на 2. Здесь 40 и здесь 40. Далее хвостик нити отрезаю. И затем отрезаю нить больше метра, метр 20, метр 30 и вставляю в иголочку. Данное соединение петель называется петля в петлю. На что здесь обращаю ваше внимание, в каждую петлю игла входит дважды. Итак, начинаем с первой петли, начинаем там, где у нас хвостик нити, последняя петля. Иглу вводим в петлю с изнаночной стороны и протягиваем нить. Здесь нить оставляем достаточно длинной для того, чтобы после сделать здесь узелок. Далее теперь с этой стороны, также с изнаночной стороны. Петлю вводим, протягиваем нить. Так, теперь на эту сторону переходим. Вводим иглу с лицевой стороны в петлю. Петля у нас расположена так, с лицевой стороны. Вот она. И следующую петлю подхватываем с изнаночной стороны. Нить протягиваем. При этом первую петлю мы можем опустить. И подтягиваем нить. Так, теперь с этой стороны переходим.
также в начале с лицевой стороны. Вот она петля, расположена так, с лицевой стороны. Следующую петлю подхватываем с изнаночной стороны и протягиваем нить. При этом также первую петлю мы уже можем опустить. И еще раз давайте вместе с вами с лицевой стороны иглу вводим и затем в следующую с изнаночной стороны нить протягиваем. При этом первую петлю опускаем. И подтягиваем. Так, теперь с этой стороны. С лицевой стороны, следующую с изнаночной стороны. Также первую спускаем и нить подтягиваем. Такими движениями выполняем соединение всех этих открытых петель. При этом смотрим и подтягиваем наш шовчик. В завершении соединения ряда здесь осталось у меня по 2 петли. Давайте вместе с вами с лицевой стороны опускаю, с изнаночной стороны протягиваю. Теперь с этой стороны с лицевой стороны опускаю и следующую с изнаночной стороны протягиваю. Теперь петли остались с лицевой стороны и с лицевой стороны вводим иголку. С лицевой убираем, протягиваем, и вот она петля повернулась. Также с лицевой стороны. Здесь нить подтягиваем, просматриваем теперь весь шов, как он у нас получился. При необходимости можно при помощи иголки либо спицы подтянуть. Здесь делаем узелок. На изнаночной стороне здесь тоже делаем узелок. С изнаночной стороны в этот угол ввожу крючок, подхватываю нить и вывожу на изнаночную сторону. Затем эти нити аккуратно между собой еще соединяю узелком и после чего отрезаю. Начальную нить также при помощи крючка протягиваю по полой резинке и после чего отрезаю. После того, как вязание шапки вы выполнили полностью, принимайте решение оставлять так, либо украшать каким-то образом. Фотографии своих работ вы можете разместить в наших группах в социальных сетях, и в Одноклассниках, и ВКонтакте. В Инстаграме вы можете отметить меня на фотографии, все ссылки ниже в инфобоксе под видео. А к этому же видео напишите комментарий, понравилось, не понравилось, что дополнили, изменили в процессе вязания. Поставьте палец вверх. Если еще не подписаны на канал, подпишитесь. Вяжите с удовольствием и, конечно же, до новых встреч!